Нет никаких сомнений, что жизнь нам всем иногда преподносит неприятные сюрпризы. Сколько раз мы желали чего-то, а получали совершенно противоположное. И сколько раз мы занимались своими делами, и что-то происходило неожиданное, что нарушало наш внутренний покой. Неизбежная правда жизни – это трудности. Мы очень привыкли к фразе «вся жизнь – борьба». Что с этим делать? Избегать эти трудности? Но почему бы нам просто не принять их? С самого начала человечества появлялись и продолжает появляться философии, религии и способы мышления, которые учат нас, как правильно жить. Их много, и каждый из них предлагает свой путь к внутреннему спокойствию и гармонии. Но есть одна философия, которая учит нас не бороться с трудностями, а принимать их с мудростью и пониманием. Это даосизм. Даосизм, зародившийся в Древнем Китае, предлагает нам уникальный взгляд на жизнь, где важно быть в гармонии с природой, следовать естественному потоку событий и не сопротивляться неизбежному. Эта философия призывает нас искать покой в себе и учит, как стать единым с миром вокруг нас, не теряя своей внутренней свободы. Величайшим учителем даосизма считается Лао Цзы, легендарный философ и основатель даосской философской школы. Его основное произведение «Дао Дэ Цзин. Книга о пути и силе», в котором изложены основные принципы даосизма, такие как путь Дао, принцип недеяния, Уэй, гармония с природой и принятие изменений. Итак, давайте откроем для себя учение даосизма и его мудрые принципы, которые могут помочь нам преодолевать трудности, не теряя внутреннего равновесия. Принцип первый. Живи в гармонии с природой и с самим собой. Даосизм учит нас быть в единстве с природой и ее законами, не пытаясь бороться с ними. Этот принцип отражен в Дао Дэ Цзин. Человек следует земле, земля следует небу, небо следует Дао, а Дао следует своей природе. Это не просто идея о том, чтобы жить рядом с природой, а учение о том, как принимать ее неизбежные изменения и цикличность, а также работать в единстве с этими законами. Даосизм утверждает, что природа своей мудростью управляет всем вокруг нас, и важно понимать ее ритм и следовать ему, вместо того, чтобы пытаться принудительно изменить ее. Не нужно пытаться развернуть Волгу вспять. Современный человек часто пытается контролировать все и всех, стремясь к успеху и материальному благополучию, порой забывая о том, что истинное счастье не приходит через борьбу с внешними обстоятельствами, а через принятие этих обстоятельств такими, какие они есть. Мы часто боремся с переменами, будь то смена работы, отношений или даже возраста. Однако, как и смена времен года, изменения – это естественная часть жизни. Если мы научимся принимать их, вместо того, чтобы сопротивляться, мы сможем найти внутренний покой и адаптироваться к новым обстоятельствам с меньшим стрессом.
Даосизм учит нас смотреть внутрь себя и понимать свои истинные желания и потребности, а не пытаться соответствовать навязанным обществом стандартам. Это особенно актуально сейчас, когда внешние факторы, такие как социальные сети, общественные ожидания, могут сильно влиять на наше восприятие себя. Принятие своей природы, исследование ее ритма помогает найти гармонию в жизни, не зависеть от внешних оценок и быть в согласии с собой. Принцип 2. Прими неизбежность перемен. Все в мире постоянно меняется. Даосизм учит принимать изменения, ведь они неотвратимы. Сопротивление переменам только увеличивает страдания. Все вокруг нас подвержено постоянному циклу перемен. Время, сезоны, эмоции, отношения – все это вечно изменяется. Вместо того, чтобы бороться с изменениями, стоит научиться принимать их и двигаться с потоком. Стремление к постоянству и сопротивление переменам может привести к внутреннему конфликту, тревоге и даже депрессии. Технологии, тренды, образ жизни – все меняется с невероятной скоростью. Если раньше было достаточно одного образования для того, чтобы работать всю жизнь в одной области, то сегодня приходится постоянно учиться новому, адаптироваться к новым технологиям и подходам. Время, когда мы могли бы долго использовать одну модель телефона или компьютера, прошло. Все меняется. Приложения, устройства, способы общения. Меняются и отношения между людьми. Мы растем, познаем что-то новое. Наши интересы и потребности тоже постоянно меняются. Глобальные изменения, будь то изменение климата, политическая ситуация или глобализация, также требуют принятия. Если мы будем бороться с этими переменами, это вызовет лишь стресс и беспокойство. Вместо этого даосизм учит нас искать внутреннее спокойствие, несмотря на изменения во внешнем мире. Нам не нужно все контролировать. Достаточно адаптироваться к новым условиям, сохраняя внутренний баланс. Все изменения – это часть естественного процесса, а не угроза. Чем быстрее мы примем эту истину, тем легче будет адаптироваться и использовать изменения на благо себе и окружающим. Принцип 3. Действуй без усилий. Один из ключевых принципов даосизма – это искусство действовать без напряжения. Это не значит бездействие, а значит действовать естественно и без излишней борьбы, с минимальным усилием. В Дао Дэ Цзин сказано: Дао делает через неделание, и все совершено. Принцип Увэй – недеяние. Это один из самых важных и глубоких аспектов даосизма. Это учение о том, как действовать с наименьшим сопротивлением и в гармонии с природой, как, например, вода, которая преодолевает преграды, не прилагая усилий, но всегда находит свой путь. В даосизме утверждается, что в самых эффективных и продуктивных действиях присутствует минимальное усилие. Этот принцип противопоставляется идее, что нужно бороться, работать усердно и с максимальными усилиями для достижения цели. На самом деле, если мы пытаемся слишком сильно контролировать ситуацию, это может привести к обратному эффекту, как если бы мы пытались подавить естественные процессы. Увэй
также означает, что нужно позволять событиям развиваться естественно и не пытаться искусственно форсировать результаты. Это предполагает гармонию с окружающим миром, понимание, когда нужно действовать, а когда оставить пространство для того, чтобы все происходило само собой. Важно доверять процессу, находясь в потоке, а не бороться с ним. Это наглядно нам демонстрируют птицы, которые для перелета собираются в стаи и летят в потоке одна за другой, где основное сопротивление преодолевает вожак стаи. Остальным лететь намного легче. Думаете, что успех возможен только благодаря чрезмерному усердию и постоянным усилиям? Остановитесь и сделайте шаг назад, и вы увидите новые возможности и решения. Не пытайтесь контролировать каждый момент в ваших отношениях с близким человеком. Иногда лучше позволить ситуации разрешиться самостоятельно, без излишнего давления. В нашем мире нас учат, что для достижения здоровья необходимо постоянно прикладывать усилия, заниматься спортом или контролировать каждый аспект питания. Принцип Увей учит нас действовать с умеренностью. Это может означать, например, слушать свое тело, отдыхать, когда нужно, и не заставлять себя делать что-то, если этого не требует внутренняя гармония. Если вы творческий человек, не пытайтесь насильно создать что-то, а дайте себе пространство для вдохновения и натурального развития идей. В поиске духовного пути также важно не форсировать события, не пытаться насильно изменить себя. Этот принцип напоминает нам, что истинные внутренние изменения приходят через естественный процесс самопознания и осознанности, без стремления к немедленным результатам. Пожалуй, я воспользуюсь этими интересными советами даосизма, действовать без напряжения и чрезмерных усилий, и сегодня закончу свое повествование. В следующем выпуске я расскажу о других, еще более интересных принципах даосизма. Следите за нашим каналом.